Привет, мои дорогие! Не успел я поговорить о буревестнике, и Лавров подметил, что все притихли именно по буревестнику и после того, что произошло. И мы слышали реакцию Трампа. Трампа была реакция такая, что типа, ну, у нас есть там подводные лодки, нам не нужно далеко лететь. Но, знаете, никто не обратил на это внимания. Ну, буревестник, испытания, ну, Трамп и все остальное. Тут, знаете, я как раз вот своим вот этим вот взглядом, который придирчив ко всему, да, ну, нестандартным мышлением, начал копать по этому всему, потому что тут очень интересные вещи, потому что Трамп повел себя как ребенок в детском саду. Объясню вот именно с аргументами это. На самом деле буревестник это огромный прорыв. Прорыв именно в двигателе. И фишка его в том, что он может летать бесконечное количество часов. Ну так, по-человечески можно так сказать. Потому что у него там стоит реактор, мини-реактор. И я об этом все подробно расскажу. Я кучу аргументов по этому поводу нашел. Не успел в новостях об этом рассказать, потому что это длинный блок. И он бы занял там новости на 50 минут, грубо говоря. А мы сейчас отдельным видео как раз это все и разберем. Технология этого двигателя еще с 60-х годов разрабатывалась в Америке, но они остановили ее, потому что очень много проблем было с этим. Они начали на обычном ракетном топливе. А Россия, уже даже не Советский Союз, а Россия продолжила эти испытания. Были проблемы в 2019 году. Но по результатам испытаний мы видим успех. И также видит американская сторона успех. По результатам испытаний 15 часов полетов и 14 тысяч километров. Я вам так скажу, она может вот так кататься вокруг Земли, не знаю сколько раз, но очень много, потому что технология, там стоит ядерный реактор, который нагревает воздух, который туда заходит, расширяет и пускает его туда, ну, струей, да, он там прямоточный называется. Пуская через турбины, и они разгоняют эту ракету. Конечно, стартовые двигатели идут обычные, поднимают ее на высоту, они отваливаются и начинает работать непосредственно сам реактор. Американцы столкнулись с сложностью с той, что горела электроника, потому что сильно большая температура была. Горело все. То есть она там вылетала, от нее большой след шел, да, там, то есть если она где упала, там радиоактивное заражение, и поэтому они этот проект отодвинули. Но Россия взяла этот проект и довела до ума. И то, что сделал Путин, Путин показал не ракету, он показал первенство в этих технологиях. Теперь фишка ракеты. Когда она вылетает, конечно, ее обнаруживают. Ее обнаруживают там все, сразу же. Еще даже на вылете ее обнаруживают. Но она это прекрасно понимает, она меняет свои высоты, где и надо, как и надо, куда надо улетела, залетела. То есть, давайте я вам просто объясню. Это не тупая ракета, которую с точки А отправили в точку Б. Все, вот у нее только точка Б. Ее по дороге сбили. Это ракета, которая вместе с оператором принимает решение, что ей делать. Если она увидела зону ПВО, она может развернуться и уйти обратно, что ПВО ее не достанет. Причем у нее сумасшедшая скорость, чтобы вы понимали, которую она может набирать, набирать и набирать. Но опять же, есть какие-то там технологические ограничения. Эта ракета, знаете, как вот вышла из-за угла, посмотрела, о, там кто-то есть, значит, я туда не буду идти, пойду я с другой стороны, выйду и посмотрю, что там. Потому что у нее двигатель, который не ограничивает ее во времени нахождения в воздухе. Вот в чем дело, понимаете? И вот почему была такая реакция, как в детском саду. А у меня свитер желтый, знаете? У меня там папа подарил мне iPhone, ага, а у меня свитер желтый. Вот как это выглядело со стороны Трампа. Только потому, что они проиграли эту гонку. Они, во-первых, ее забросили, а Россия дальше с учеными разрабатывала. Опа, пошла. Все такие, да, буревестник, очередной орешник. Нет, орешник это тупая болванка. Ей задали, куда ей бить. И она вылетела вверх туда, и потом по баллистической траектории, набирая с набором скорости, да, там 4-12 махов, сколько там Путин говорил, ляп в ту землю, и все. Все по-тупому. Если она там передержится какое-то время, она просто из-за того, что топливо закончилось, она улетит вниз. А тут проблема в том, что вы знаете, да, там плутоний или что там находится в виде топлива распадается очень долго. Ну, то есть она может летать бесконечно, можно так сказать. Опять же, в человеческом формате. Пока не найдет
место, слабое место. Не знаю, может там поднять все это ПВО, которое будет шмалять по ней, ну, наберет себе высоту выше, куда не долетит там ПВО стандартно. Выпустит самолет, уйдет в космос. Пошатается там, вернется обратно. Это я вам приблизительно говорю. То есть она уходит отовсюду. Понимаете? Потому что у нее безограниченное количество нахождения в воздухе. И все. И вот она там себе болтается, ищет слабое звено, где находится слабое звено. Нашла его и опа, все, готово, дорогие мои. А теперь погнали. Испытание буревестника — это не просто проверка ракеты, а демонстрация технологической зрелости проекта, который долгие годы считали невозможным. 15 часов полета и 14 тысяч километров. Это прорыв, потому что ни одна другая страна не вывела в воздух крылатую ракету с ядерным прямоточным двигателем, который бы стабильно летал такие дистанции. То, что раньше рвало реакторы и сжигало электронику, теперь работает. Российские инженеры сумели миниатюзировать, это такое слово, минимизировать там ядерный реактор, чтобы тот помещался в корпус ракеты, обеспечить тепловую стабильность и удержание критичности без разрушений конструкции. Реализовать систему, где воздух, проходя через активную зону, нагревается ядерной энергией и создает тягу без классического топлива. То есть они фактически сделали вечный двигатель в пределах боевой миссии. Вот миссия началась, и пока она там где-то не приземлилась, миссия не закончилась. Установка, способная лететь, пока не поступит команда на поражение цели. Трамп ответил не случайно. Фраза «у нас подлодка под Россией» — это не военная угроза, а психологическая защита, реакция бизнесмена, который понял, что его технологически переиграли. Американская программа SLAM, похожая концепция ядерного прямотока, была закрыта еще в 60-х, именно потому что инженеры не смогли стабилизировать реактор и обеспечить управляемость. Теперь же Россия спустя полвека прошла тот рубеж, где США остановились. Это как если бы сегодня реально запустить работающий холодный термоядерный реактор. Эффект примерно тот же. Поехали! Буревестник меняет сам принцип сдерживания. Она может лететь, ну, имеется в виду ракета, над океанами, менять маршрут, возвращаться, обходить зоны ПВО. У нее нет ограничения по дальности, значит, никакая ПВО не гарантирует безопасность. И главное ее полет — это не атака, а долгий висящий фактор угрозы, создающий постоянное давление. Да, пока она не, знаете, как оса вылетела, пока она не ужалит, она не вернется. И вот так же эта ракета. То есть, когда она вылетела, включают тревогу, и она там будет, пока она летает. Вот она летает, день-два летает, сколько там ей нужно, пока она не найдет место, куда она пройдет. Потому что другие ракеты, она там вылетела, сожгла свое, упала где там, ну, приземлилась и все. Это будет дежурить, можно так сказать, над местом, куда нужно приколбасить, да, и летать с разных сторон, находить, как вот оса, где присесть и ужалить, дорогие мои. Поехали дальше. И главное, ее полет — это не атака, а долгий висящий фактор угрозы, создающий постоянное давление. Ну, я об этом уже сказал. Поехали про реакцию Трампа. Когда Трамп сказал «у нас подлодка под Россией», это была не угроза, а комплекс бессилия, выраженный в детской форме. Он понимает, подлодки есть у всех. Но двигатель, который дает неограниченный полет, есть только у России. И этим Москва впервые за долгое время показала: гонка вооружений сменилась из количества в уровень инженерной гениальности. Так что, дорогие мои, ну, поехали дальше. Россия действительно смогла сделать то, что считалось почти невозможным. Вывести в реальный испытательный цикл ядерный прямоточный двигатель, пусть даже на ранней стадии. Физики и инженерии — этот уровень 60-летней мечты. Американцы в свое время дошли до проекта, но закрыли его именно потому, что не смогли обеспечить стабильность реактора в полете и безопасность всей системы. С тех пор никто больше к этому не возвращался. А тут 15 часов и 14 тысяч километров. Контроль, телеметрия, обратная связь — это действительно технологический успех. Поэтому да, реакция Трампа была эмоциональной и оборонительной. Когда человек, всю жизнь живший в логике договоров, санкций и пиара, сталкивается с реальным прорывом, у него не остается аргументов, кроме как «у нас тоже есть подлодки».
Это был не военный ответ, а психологическая компенсация. Он пытался сбить фокус, видите, как я и говорил, перевести разговор из категории технологий в категорию угроз, где США все еще сильны. Ну, понятно, там, чем угодно. Но выглядело это слабее, чем само событие, дорогие мои. Ну, многие не придали этому значения, но по факту это так. И главное, этот эпизод показал смену логики силы. Раньше Америка выигрывала деньгами и количеством, больше баз, больше ракет, больше союзов. Теперь Россия показала, что одна новая технология способна обнулить эти преимущества. Даже если буревестник не пойдет в серию, сам факт, что он летает, ломает стратегическую математику, дорогие мои. Так что да, Россия реально утерла нос не словами, а делом. И Трамп это почувствовал, а весь мир заметил. Так что, дорогие мои, об этом действительно нужно было отдельное видео снять. И это те вещи, которые проходят мимо нас, и мы их не замечаем. А когда она так проходит мимо меня, так, о-ко-ко-ко-ко, иди сюда, давай иди сюда. Почему же такая реакция такая резкая? Резкая реакция такая, знаете, именно как от Безнюка какого-то. Кто такой, иди сюда, ну давай по деталям. А что ж там за движочек такой? А историю этого движочка? А историю неудач этого движочка? У России тоже были истории неудач на испытаниях. Но они что добились успеха. Американцы сразу же забросили это еще в 60-х. Такие, ну ладно, пойдем по легкому пути. Нет, Россия и сделала это. Вот в чем, понимаете, как они все следили за этим. А посмотрите, какое настроение у Трампа было уже после этого. Озадачен. Понимаете? Очень озадачен. Так что да, ему... И я вам скажу, что я вам читал статью по поводу этой ракеты. Они сказали, что это мини-Чернобыль летающий. Понимаете? Это мини-летающий Чернобыль, который меняет все. Там действительно шухер у них. Как это? Мы не знали о том, что идут работы над этим двигателем, над этим испытанием. Я вам даже больше скажу. Если разведка и знала, они такие, да, закончится 60-ми. Так же, как и в Америке, да, как с Крымским мостом. Да его не построят, да, невозможно его построить, там какие-то сложные эти, воды, шмоды, и все, его не построят. Я помню, где-то даже гуляет это видео, да, как там, один год не построен, второй год не построен, третий построили. Вот тут же такая же ситуация. Может, даже разведка их и знала. Но упорство сделать такой же Крымский мост, только там, в тех технологиях, как раз и показало. А теперь они очень задумались. Я вам еще раз объясняю. Эта херь летает вокруг планеты. Кто не знает, буревестник это птица такая, на чайку похожа. Потому что я смотрю некоторых людей, и мне не нравится, когда они разбирают это слово на буре и вестник. Это чайка. Ну, такая птица, она там летает очень низко. И как раз она извещает о том, что сейчас будет буря. Из-за того, что она очень низко летает. Это для тех, кто не знает. Это херь реальный буревестник, понимаете, который летает только не низко. Он может и низко летать, а может и высоко летать, понимаете? Но извещает, что сейчас я вам принесу подарок. Очень-очень серьезный, дорогие мои. Окей, дорогие мои, сейчас буду подготавливать новости. Какие они будут, не знаем. Подписываемся обязательно для того, чтобы ничего не упустить, дорогие мои. Как и я. А ну куда-то идет. А ну, стопочки, иди сюда. Всех обнял.